Привет, юзернейм! У микрофона Uber, а мы продолжаем серию видео о флоте. Сразу хотелось бы сказать отдельное спасибо РПГ и Рихтеру за некоторые пояснения и прогоны вместе со мной. Сегодня подробно поговорим о морских заданиях или миссиях и затронем тему морского превосходства. С выходом Man the Guns управление флотом претерпело ряд значительных изменений. В первую очередь, о чем стоит сказать, это то, что появилась новая механика установки кораблей на задания. Для того, чтобы поставить оперативное соединение на одно из доступных заданий, вам нужно выделить соединение и нажать правой кнопкой мыши на тот регион, где вы хотите, чтобы это соединение выполняло свое задание. Для того, чтобы убрать ранее добавленный регион, удерживайте левый Shift и нажимаете правой кнопкой мыши на тот регион, где вы хотите убрать задание. Теперь о самих заданиях. Морская тренировка. При выборе данного задания ваше оперативное соединение начнет заниматься морскими маневрами, тем самым фармя вам морской опыт. Во время морской тренировки ваши корабли могут получить урон из-за так называемых инцидентов. Следующая миссия — это патрулирование. Оперативное соединение, установленное на патрулирование, будет пытаться найти флот противника в соответствующих регионах. Одно соединение не может одновременно патрулировать в нескольких морских регионах сразу. Однако, если вы отдадите соответствующий приказ, то для выполнения вашего приказа соединение будет менять свое местоположение каждые 7 дней. Как работает поиск кораблей в морском регионе? На первом этапе поиска игра рассчитывает ваш базовый шанс обнаружения противника в морском регионе. Согласно игровой механике, это значение начинается с 1% и может быть увеличено с помощью разницы между вашим уровнем дешифрования и уровнем шифрования противника, наличие и уровень воздушного превосходства в регионе, насколько хорошо ваши радары покрывают целевой морской регион, и да, действие радаров стакается, то есть если у вас несколько радаров покрывает одну зону, то вы получаете больше профита. И увеличение количества оперативных соединений в морском регионе патрулирования с задачами охота на конвой или сопровождение конвоев. Согласно игровой механике, если ваши корабли на этих заданиях находятся в том же регионе, в котором вы ведете патрулирование, то вы как бы обмениваетесь информацией между собой, и это тем самым увеличивает ваш базовый шанс на обнаружение противника. Однако на данный момент, во время моих тестов и после перелопачивания различных источников, это значение всегда было равно 10%, даже когда в регионе был один лишь патруль. После получения базового шанса обнаружения, игра приступает к следующему этапу поиска. На этом этапе вы уже начинаете видеть на интерфейсе иконку с процессом поиска кораблей. Когда прогресс обнаружения достигнет 100%, флот противника будет обнаружен. Игра начинает заполнять этот прогресс-бар не с 0 до 100%, а как раз с той цифры, которую она получила на первом этапе поиска. То есть, если ваш базовый шанс обнаружения был равен 30%, то игре необходимо добрать 70%. Каким образом добирается этот процент? Здесь в расчет идет сравнение игрой нескольких показателей. Во-первых, сравнивается ваша характеристика обнаружения кораблей с характеристикой заметность кораблей противника. В случае, если предполагается поиск подлодок, то идет сравнение обнаружения подлодок и заметность подлодок. Чем лучше наше обнаружение и чем хуже заметность противника, тем лучше для нас. Во-вторых, если мы пытаемся найти надводные цели, то вместе с характеристиками из предыдущего пункта дополнительно сравнивается ваша характеристика обнаружения кораблей с характеристикой обнаружения кораблей противника. Чем больше у нас обнаружения по сравнению с противником, тем лучше для нас, а тем хуже для противника. Это работает в обе стороны. В-третьих, если мы пытаемся найти подводные цели, то вместе с характеристиками из первого пункта дополнительно сравнивается наш показатель обнаружения подлодок со статой обнаружения кораблей противника. Чем больше у нас обнаружения по сравнению с противником, тем лучше для нас, а тем хуже для противника. Это тоже работает в обе стороны. Думаю, что те, кто внимательно слушает, уже на этом этапе пошли запускать игру и тестить один интересный концепт. И в-четвертых, вместе с остальными сравнениями сравнивается разница в скорости нашего флота и флота противника. Чем мы быстрее, тем лучше для нас. В итоге, чем лучше мы получим цифры, тем быстрее найдем флот противника. Следующая миссия — это ударное соединение. Эта миссия используется вместе с миссией патрулирования. После установки флота на приказ ударное соединение, флот будет находиться в полной боевой готовности. Как только ваш патруль полностью обнаружит противника в регионе, ударное соединение сразу же выдвинется из порта и постарается перехватить противника. Логично, что если дистанция между местом базирования вашего ударного соединения и местом, где был обнаружен противник, достаточно большая, то у противника есть все шансы сбежать из боя раньше, чем ваше ударное соединение доберется до места боя. Кроме того, во время передвижения флот временно частично теряет организацию, а как мы помним, без организации он вряд ли сможет попасть по цели в бою. Чтобы нивелировать хотя бы первую часть проблемы, имеет смысл ставить своим патрулям порядок ведения огня на не вступать в бой,
В таком случае ваш патруль обнаружит противника и будет держать его подсвеченным в течение всего времени прибытия вашего ударного соединения. Противник же не получит никакой информации о том, что он был обнаружен, и к нему направляются ваши ЧПДЛы. Стоит понимать, что ударное соединение будет игнорировать морские бои с перехватом ваших конвоев или с перехватом конвоев противника. Триггером его работы является либо обнаружение флота противника вашим патрулем, либо обнаружение вашего флота противником. Охота на конвои. Данная миссия используется для уничтожения конвоев противника. Любые действия, требующие конвоев, ленд-лиз, доставка снабжения, доставка ресурсов, переброска дивизий, морская высадка могут быть перехвачены именно этой миссией. По умолчанию, одно оперативное соединение, даже если оно состоит из одного корабля, может перехватывать конвои со 100% эффективностью только в одном морском регионе. Чтобы улучшить этот показатель, выбирайте адмирала с высоким значением координации и изучайте соответствующие бонусы в морских доктринах. В отличие от патруля, флот, поставленный на охоту на конвой, может находиться в нескольких морских регионах одновременно. То, как быстро вы найдете конвой на этом приказе, зависит от уровня обнаружения надводных целей того флота, который вы поставили на эту миссию. Почему не стоит ставить большую группу кораблей на охоту за конвоями? Ну, во-первых, очевидные штрафы к позиционированию во время морского боя с потенциальными защитниками конвоев противника. Во-вторых, вероятность того, что к вам в бой попадут все конвои противника, что есть в этом регионе, крайне мала. Гораздо эффективнее разбить рейдеров таким образом, чтобы наиболее важные торговые направления противника были закрыты несколькими рейдерскими флотилиями одновременно. Это особенно эффективно, если ваш противник не знает, как работает сопровождение конвоев и как контрить рейдеров, но об этом попозже. Справедливости ради стоит добавить, что делать рейдерские группы из 5-7 надводных кораблей достаточно опасно. Не стоит недооценивать армаду из 100-200 конвоев. У них есть пулеметы, и как бы абсурдно это ни звучало, но они в состоянии потопить ваши корабли. Следующая миссия — это сопровождение конвоев. Одна из самых спорных с точки зрения эффективности миссии в игре. Эффективность этой миссии, или другими словами эффективность конвоев, зависит от того, сколько у вас будет кораблей во флоте, выполняющих эту миссию, по соотношению к количеству конвоев, которые вы используете по различным нуждам. По умолчанию, без различных бонусов для достижения 100% эффективности конвоев вам будет нужен один корабль сопровождения на 5 конвоев. Доктрина и адмирал с высокой координацией могут вам помочь увеличить это соотношение. Другими словами, если вы используете 500 конвоев и вы хотите получить 100% эффективность конвоев, не используя дополнительные бонусы, вам нужно без малого 100 кораблей сопровождения. Не имеет никакой разницы, какие это будут корабли, но важно лишь только количество этих кораблей. Однако количество морских регионов, которые вы можете закрыть одним оперативным соединением на этой миссии, без потери эффективности по умолчанию равно 5, и тоже может быть увеличено с помощью адмирала с высоким уровнем координации или бонусами от доктрины. Но как вообще работает сопровождение конвоев и зачем им нужна эта эффективность? Любые ваши конвои противник может перехватить с помощью миссии охоты на конвои. Миссия сопровождения конвоев была сделана для того, чтобы контрить вражеских рейдеров. Работает это так. Вы ставите ваш флот на приказ сопровождения конвоев в те морские регионы, где вы ожидаете рейдеров. И как только рейдеры инициируют бой с вашими конвоями, ваше охранение вступает в бой. Собственно, скорость, с которой ваше охранение войдет в бой, и зависит от эффективности конвоев. Чем лучше эта эффективность, тем быстрее охранение войдет в бой. Звучит логично и неплохо, правда? Но парадоксы не были бы парадоксами, если бы все работало так, как задумывалось. Как я уже говорил, на эффективность конвоев влияет количество, а не качество кораблей. А при 100% эффективности ваше сопровождение действительно моментально будет входить в бой, в котором пытаются потопить ваши конвои. Казалось бы, конвои спасены и осталось только топить лодки противнику. И вот с этим дешевые корабли сопровождения справиться не в состоянии, так как глубинные бомбы наносят урон подлодкам тогда, и только тогда, когда подлодку удалось обнаружить. А обнаружить подлодки дешевыми кораблями сопровождения практически нереально. То есть вам придется тратить свою промышленность на более продвинутые корабли сопровождения, что чревато вполне очевидными проблемами по остальным военным показателям. Окей, допустим, мы в курсе про зонирование решили закрыть часть особо опасных зон, в которых мы боимся быть перехваченными вражескими подлодками. В этом случае нам мешает тот факт, что чем длиннее морской маршрут, тем больше конвоев нужно для того, чтобы его можно было использовать. А чем больше у нас конвоев там что? Правильно, тем больше нужно кораблей сопровождения для достижения 100% эффективности конвоев. Но и это еще не все. Как я уже говорил ранее, в игре можно посмотреть эффективность вашего торгового маршрута. И зависит она напрямую от того, как много конвоев
конвоев на данном маршруте было перехвачено. В общем-то, согласно задумке разработчиков, миссия сопровождения конвоев как раз таки и была сделана для того, чтобы игрок мог сохранять высокую эффективность своим торговым маршрутом. Но, как вы уже понимаете, этого трудно достичь таким способом. Здесь же нам начинает мешать другая игровая механика. Если где-то на участке маршрута наши конвои перехватили и потопили хотя бы пару, то эффективность нашего торгового маршрута занижается, и игра постарается компенсировать перехваченные конвои. Знаете чем? Правильно. Отправив в следующий раз к нам по тому же самому маршруту уже, допустим, не 100 конвоев, а больше их количество. А что для нас означает увеличение количества используемых конвоев? Правильно, увеличение количества необходимых кораблей сопровождения. А теперь представьте, что противник поставил в один морской регион несколько рейдерских соединений. Если у вас в одном морском регионе будет стоять только одно соединение на приказе сопровождения конвоев, то при инициации боя противником оно отправится защищать ваши конвои в этот бой, а другие рейдерские соединения противника в этом же регионе будут топить ваши конвои абсолютно безнаказанно. По этой же причине нет никакого смысла ставить флот из 100 или 200 кораблей в несколько регионов с приказом сопровождения конвоев. Все 100 или 200 кораблей сопровождения влетят в первый же бой, спровоцированный вражескими рейдерами, а в остальных местах ваши конвои будут уничтожаться за бесплатно. И не стоит забывать то, что подлодки в этой игре имеют возможность стрелять отступая, так что вы все равно можете потерять конвои даже тогда, когда, казалось бы, подлодки были найдены и практически уничтожены. И да, если по каким-то причинам вы все еще хотите использовать сопровождение конвоев, то лучшей тактикой здесь будет разбитие вашего флота на несколько оперативных соединений и покрытие одного морского региона несколькими соединениями. Следующий пункт в нашем списке — это минирование и тролление мин. Эти миссии делают вполне очевидные вещи. Для установки мин с кораблей вам будет необходим корабль, у которого есть направляющие для постановки мин, а для установки мин с подлодок вам будут нужны подлодки, у которых есть трубы для установки мин. Ну, как вы могли догадаться, для тролления мин нужен корабль с минотральным оборудованием. Все эти вещи изучаются в соответствующих местах, однако мины можно устанавливать и троллить только будучи в войне. Скорость минирования и тролления зависит в том числе и от того, в каком количестве регионов вы пытаетесь одновременно поставить или троллить мины. Чем больше таких регионов, тем соответственно медленнее идет процесс минирования. В одном морском регионе можно установить не более 1000 мин, и мины никак не влияют на морской бой и не наносят урона вам и вашим союзникам. В мирное время мины начинают сами уничтожаться самой игрой, и одна мина уничтожается за 4 дня. Вы не можете сами троллить свои мины. А еще корабли, поставленные на минирование какого-то региона, достаточно сложно обнаружить и еще сложнее навязать им бой, но это тоже отдельная история. Зачем нужны мины? Ну, во-первых, они неплохо замедляют скорость противника в том регионе, в котором они установлены. А как мы помним, скорость — это один из самых важных факторов в этой игре, если мы говорим конкретно про флот. Во-вторых, они накладывают дополнительный штраф на морской десант при попытке высадиться через морской регион с минами. В-третьих, мины по своей натуре довольно опасные штуки и способны внезапно взрываться. Причем даже если вы просто стоите в морском регионе, где у противника есть мины, даже не двигаетесь и не используете задания, вы все равно можете отправиться на дно. Передвижение же, как и установка флота на какую-либо миссию, увеличивает ваши шансы налететь на мину. В-четвертых, мины выступают в качестве положительного множителя для вашего морского превосходства, но об этом тоже чуть позже. В-пятых, если вы видите, что ваш противник обильно минирует морские регионы, не забудьте взять теху на обход мин в соответствующей ветке технологий. Она вас полностью не спасет, но сделает вашу жизнь немного проще. Там же можно взять техи на увеличение урона от морских мин, возможность устанавливать мины с помощью самолетов, распространяется на тактические морские и стратегические бомбардировщики, возможность разминировать мины с помощью самолетов, распространяется на тактические и морские бомбардировщики, а также получить возможность минировать подлодками, используя их торпедные аппараты, то есть при наличии этой техи вашим подлодкам больше не потребуется наличие труб для установки мин. Следующее задание — это поддержка морской высадки. Здесь все достаточно просто. При включении данного задания ваш флот будет двигаться вместе с десантниками до той морской клетки, из которой будет происходить вторжение на территорию противника. Тем самым флот автоматически будет поддерживать ваших десантников бомбардировкой с моря. На данном приказе рекомендуется использовать корабли с наиболее крупным калибром, так как величина бонуса бомбардировки с моря зависит именно от типа орудий, но об этом я подробно рассказывал в своем видео о том, как правильно сделать морскую высадку.
Последний тип миссии, который есть в игре, это удерживать позицию, ну или просто якорь. При включении данной миссии флот будет управляться вами напрямую. Кликая правой кнопкой мыши, вы сможете ходить по морским клеткам. При клике правой кнопкой мыши на иконку морского боя вы сможете сойти в этот морской бой. А при установке флота на якорь морской клетки, которая соседствует с клеткой, в которую идет морская высадка, вы будете накладывать штраф обороняющимся своей бомбардировкой с моря. Также при установке на якорь авианосцев вы можете использовать их как плавучие воздушные базы, что даст вам возможность использовать палубную авиацию так же, как и не палубную. Это может неплохо помочь в отдаленных регионах, где у вас нет возможности построить или захватить воздушную базу, чтобы свесить свою авиацию. А еще в этом режиме можно перекрывать пролив, тогда противник не сможет его перейти. Достаточно просто подвести флот в ту морскую клетку, где находится пролив. Ну и последнее, о чем я сегодня хотел бы с вами поговорить, это морское превосходство. Морское превосходство необходимо для того, чтобы вы смогли начать морской десант. Минимальное необходимое для высадки количество морского превосходства равно 50%. Если морская высадка идет через несколько морских регионов, то вы или ваши союзники должны иметь морское превосходство на протяжении всех морских регионов. Для увеличения морского превосходства необходимо держать корабли на приказах патрулирования, ударное соединение или поддержка морской высадки в желаемых регионах. Чем больше кораблей, чем они больше и дороже в производстве, тем больше вы получите очков морского превосходства. На самом деле корабли можно держать на любой миссии, но перечисленные 3 дадут наивысший доступный модификатор к очкам морского превосходства. Помимо этого, в качестве модификаторов выступают еще ваши или союзников мины и радары. Чем больше мин, тем лучше, чем больше покрытие радаров и количество, тем лучше. И последним модификатором к вашему морскому превосходству является наличие превосходства в воздухе. Чем оно больше, тем лучше для вас. К слову, разные самолеты имеют разную характеристику превосходства в воздухе. Рекомендую ознакомиться с ней, но об этом более подробно будет в видео об авиации. На этом у меня сегодня все. Я планирую сделать еще одно видео по флоту, в котором покажу, как можно решать те или иные игровые задачи на практике. Скорее всего, именно там я покажу несколько типовых шаблонов различных кораблей и расскажу, как с ними управляться. Если вы считаете, что тем самым тема флота не будет закрыта, напишите, пожалуйста, в комментариях, чему еще стоит уделить внимание, и если это будет действительно относиться к флоту и на это нельзя будет ответить одним комментарием, я добавлю это в следующее видео. Затем прощаюсь, удачи и увидимся в следующем видео.